Друзья, всем привет! Меня зовут Алексей, и вы на канале Календарь Рыболова. Сейчас вторая половина апреля, и погода очень резко изменилась. Четвертый день, как стало очень тепло, более 20 градусов тепла, хотя совсем недавно были заморозки. Вот такие красивейшие виды встретились мне по дороге. Очень много работы сейчас по дому, и огородом нужно заниматься. За время войны он почти полностью зарос, и нужно с этим как-то бороться. Но коты требуют рыбку, да и погодка просто замечательная. Я решил прогуляться к водоему. Температура воздуха сильно поднялась, и вода тоже начинает быстро прогреваться. При 12 градусах у плотвы начинается нерест. А перед нерестом она будет активно кормиться, поэтому есть надежда на хороший клев. Сегодня мне звонил Юра, интересовался, как рыбалка, как клев. Я ему сообщил, что я только в пути, еще не успел забросить удочки, но в принципе иду к водоему. Он решил тоже ненадолго оставить свои огородные дела и присоединиться ко мне. Он приедет на велике, велосипед у него с электроприводом, думаю, он быстро примчится и будет компания. Кто там едет, а ну пусти его.
Карла тихонько, кого голос поднимает. Привет. Что ты тут решил? Так понравилось и тенек, и что, да? Ты имеешь в виду там ближе? Ну, забрался. Вот это шут поворот самый начинается здесь, да? Как я думал, да, подальше. Только подальше и не сильно далеко. Ну что, мотыль был? Если честно, я ожидал более активного клёва. На фидер, конечно, не люблю ловить плотву, потому что из-за достаточно некрупной рыбки нужно сделать много манипуляций. Забить кормушку, забросить, потом подсечь, вымотать. В общем, много сильно времени уходит. Я привык ловить на удочку, и причем даже стараюсь брать 5-метровую удочку, чтобы, опять же, скорость ловли была выше. Даже на 7-метровую за счет рычага рыбку вываживать немного дольше. Поэтому, наверное, я буду менять локацию, там, где я смогу достать 5-метровой удочкой до рыбы. Здесь Юра пробует на 7-ку, и то у него слабенько пока поклевывает. Возможно, он раскормит рыбку и все пойдет, но на 5-метровую я здесь ловить не смогу, уж сильно мелко около берега. Я добрался на другое место. Уже вижу некрупную рыбку. Прямо большие стайки плавают красноперки. Пусть она и немного меньше, чем на большой воде размерами рыбка, но зато на обычную удочку ее можно надергать гораздо быстрее, чем на фидер выматывать по 40 метров, по 50. В общем, буду пробовать здесь. А еще в этом месте бонусом может попасться огромный карась. В прошлый раз мне удалось поймать на 1,5 килограмма. Так что сначала заброшу фидер в расчете на карася, а потом буду ловить на поплавочную удочку.
Да, сегодня, наверное, не рыбный день. Пока удалось поймать только одного окуня и одну небольшую плотву. Постоянно вижу всплески хищника. Неудачно я выбрал сегодня снасти. Взял только удочку и фидер на белую рыбу. А на хищника ни спиннинга, ни живцовой удочки, к сожалению, не взял. Ну ничего, время еще есть. Погодка сегодня прямо летняя. Можно раздеваться и загорать. Ветер, конечно, прохладный, но солнышко припекает уже. Посижу еще. Может быть, хищник перестанет зверствовать и начнет клевать и мирная рыба. Потому что коты ожидают. Вот это уклейка. Такая, почти с ладошку. Буду переходить на рыбу, которая клюет. Сделал глубину поменьше, поставил небольшой крючочек и буду ловить уклейку. Еще одна. Странное дело. Рыба совсем отказывается клевать. Уклейка более-менее крупная разбежалась. Осталась вообще мелюзга, которая дергает, тягает червячка опарыша туда-сюда. А подсечь ее невозможно. Обычно в такое время и в такую вот погодку солнечную вода прогревается, и рыба перед нерестом, особенно вот плотва в такое время, должна клевать очень хорошо. А тут какая-то непонятная ситуация. Клёва нет. Пока не клюет, покажу вам свою очередную обновку. Недавно совсем пришла. Я ее проверял уже. Это такие мини-солнечные панельки. Я уже проверял на машине. Подключал ее к автомобильному аккумулятору. Аккумулятор у меня старенький. И у него присутствует уже саморазряд. Если машина постоит несколько дней, то аккумулятор просаживается в напряжение. А вот такие вот панельки. В комплекте две таких панельки было. Плюс контроллер солнечный для заряда аккумулятора. Кстати, можно подключить и напрямую прямо к аккумулятору. Они небольшой мощности. Заявлено, по-моему, по 40 Вт. Но на самом деле я так прикинул с размерами моей панели 100 ваттной, то здесь приблизительно вот по площади, если посчитать, где-то 20 Вт. Вот 2 по 20, это у меня 40 Вт. В принципе, хватает, чтобы на автомобиле всегда поддерживать полностью в заряженном состоянии аккумулятор. Но если подключать без контроллера, то если долго простоит на солнце, то он может поднять сильно большое напряжение, аккумулятор может пострадать из-за этого. Вот. А если такая погода не солнечная, пасмурная, то в принципе может быть даже лучше, когда без контроллера. Он дает больше напряжения, и аккумулятор, в общем, весь ток на себя забирает. В общем, это так, из моих поверхностных познаний в электрике
электроники. В общем, вот панелька. Заряжаю телефон, поставил. Работает замечательно. Мне нравится. Причем довольно быстро заряжает. Вы знаете, что мне нравятся такие гаджеты, которые помогают долго пробыть автономно на природе, чтобы можно было зарядить телефон, камеру, фонарик, в общем, все энергопотребляющие приборчики. И вот такого плана вещицы я люблю покупать, тестировать, проверять и использовать в своих походах. В общем, есть здесь вот такой выход под контроллер, черненький проводок, и вот такие вот две USB-шки. В общем, все работает, мне нравится. В общем, эти панельки меня порадовали. Легкие, компактные, влазят в небольшой рюкзачок. Можно брать с собой в походы продолжительные и заряжать свои электропотребляющие приборы. Так что рекомендую, если кому надо, вещь проверенная и рабочая. Хороший попался. Ну, относительно. После уклейки платвичка сопротивляется посильнее. Сорвалась плотвичка. Вот и стала ясная причина, почему не клевала сегодня. Только что было солнышко. Буквально 2 минуты, как я даже не заметил, затянуло все небо темными тучами. Ветер сильный, дождик срывается. На смену погоды рыба обычно плохо клюет. Поэтому буду быстро сматывать снасти и бежать домой, пока не начался дождь. Все, вроде бы успел собраться. Как раз и дождик начался. Буду бежать, камеру прятать. Всем добра, мира и хорошей погоды. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.